Друзья, всем хорошего дня! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы продолжаем наше приключение по Кубе. И сегодня мы отправляемся в долину Виньялес. Примерно 2,5 часа спустя мы приехали на нашу первую точку, на обзорную. Ехали мы на нашем комфортном мини-басе. Здесь нас уже познакомили с гидом, который будет рассказывать о интересных местах, которые мы увидим, о долине. Надо сказать, что проезжали весьма живописные места, горы, вершины, луга. Даже неожиданно было это увидеть на Кубе. Но вот такой шикарный вид открывается. Сейчас я вам покажу здесь с обзорной площадки. Сейчас мы находимся на обзорной площадке, с которой открывается вид на долину Виньялес. Лучший табак на Кубе растет именно в этой долине. Здесь очень много фермеров, которые его выращивают. И сегодня мы все это увидим своими глазами. Помимо этого мы увидим пещеру, увидим фреску на открытом небе. Сзади меня вы еще, наверное, видите кусочек бассейна. Там находится отель. Это один из 4 традиционных отелей, которые находятся на Кубе. И раньше здесь вообще находилась просто администрация этого района, но с 50-х годов переделали в отель, в ресторан. Здесь также вот эта вот обзорная площадка также принадлежит этому отелю. Виды открываются потрясающие. Когда я увидела вообще картинку долины Виньялес, я поняла, что мы с Кириллом должны здесь обязательно побывать, потому что это не похоже на типичную Кубу, не похоже на типичную Гавану. Поэтому сегодня будем наслаждаться этими видами. Спустя примерно 10 минут мы приехали на нашу следующую точку. Это будет фабрика табака. Мы, кстати, проезжали с вами и главную улицу Виньялеса, проезжали и плантации табака. И сейчас гид нам поведает интересную информацию о том, как растет табак. Мы побываем на фабрике. Сейчас гид, который здесь на плантации проводит небольшую экскурсию, рассказывает на 2 языках. Для нас на английском, для гостей из Бразилии на испанском, о том, как выращивается здесь табак. Самое важное, что мы запомнили, это то, что табак выращивается вообще везде на Кубе. Но есть 4 главных региона, и этот самый главный, то есть вот эта вот долина Виньялес. Сейчас табак совсем маленький, но он вырастает практически ростом с человека. Есть еще различные типы табака, мы, конечно, там во всем этом разобраться. Да, там зависит от того, где растет лист, то есть сверху, пониже, посередине и самый нижний лист. То есть разный сорт табака, соответственно, получаются разные сигары. И зачастую эти сорта еще и миксуют, чтобы получать дополнительные вкусы, вот эти вот дополнительную длительность горения сигары. Очень все это, конечно, интересно, и мы это все еще увидим своими глазами, как делают сигары. Dentro de las 27 marcas hay unos 250 formatos y vitolas diferentes. Acá ahora tenemos 4 formatos. Este formato, por ejemplo, se llama cañonazo. Cañonazo es un formato que se encuentra solo en 2 marcas,
en Coiba siglo VI y en Trinidad la Trova. После еще небольшого рассказа про сигары мы приступаем к дегустации. Для всех желающих выдали вот сигары, которые вначале обрезали. Вот как он сейчас делает. Что ты еще можешь сказать, что узнала? Я узнала, что все, что они здесь выращивают, они продают министерству. Получается, и... именно лист выращивают, то есть Да. они листы именно То есть табачные. они не делают вот эту ферментацию, они не формируют их в сигары, они просто продают вот эти вот листы администрации, и администрация уже распределяет их по брендам. То есть это все на самом деле принадлежит уже как бы министерству Кубы. Second thought. You have to. No, it's easy. Yeah. Okay. Друзья, я небольшой поклонник сигар. И в те редкие моменты, когда я пробовал, они немного горчили. Но здесь ¿Alguien quiere такой tomar algo? приятный мягкий вкус. Sí, espera. Rosemary. Так, я Miren, впервые пробую сигару, держу, не знаю, как, наверное, неправильно. Давай попробуем. amigo, ven allí porque él está. Lo que quieran pedir de tomar, pídenselo a la chica. Получается. Y ella se lo hace. Посильнее, посильнее втягиваем. Вот. Гадость еще-то. Короче, сигареты не мои. Это Тома еще не пробовал сигары, которые у нас в России продаются. Вот там, на самом деле, по большей степени фигня. А здесь качество, только что собранный лист. Короче, вытягивать практически как колено, только бульканья нет. В эти моменты мы, конечно, вспоминаем про нашего дружочка Али, которого с нами нет. Он с нами бывал в другие поездки по Южной Америке. Вот, но вот на Кубе его с нами нет, а сигары с nami. А он очень большой любитель сигар, поэтому, Али, передаем тебе сигарный привет. Miren, dale Rosemary, termina ahí para yo seguir. That will let you know which is the filler, the Вот так выглядит табачный лист. Надо сказать, что даже достаточно приятно пахнет. Ok, amigos, Вот так вот выглядит Listen. табачный лист. Кирилл не может насладиться. esta hoja Приятный запах. que ven acá, sabor, en la otra menos. Para compensarlo, para que haya equilibrio, se mezcla. Ok, entonces, en forma diagonal, se ponen las tripas dentro del capote y se comienza a enrollar con ambas manos. Está seca. ¿Ven? Una vez así, esto se llama bonche. Bonche, ese es el nombre de galera en las fábricas. Van a los moldes. Once like this, we call it this bonches. And one like this goes into the mold. Bien, el papel va a dar la consistencia, va a dar la forma, lo va a prensar, no tan perfecto como hoy en día el molde y la prensa, pero al inicio de la industria sí. No so perfect like the mold and the press, but at the beginning was like this. Sí, sí, pero este es de tabaco de sol también, no es tapado como el que yo te mostré. Chaveta. Bien. Suponiendo que ya transcurrieron 40 minutos, we suppose it's already past 40 minutes, puedes ver en un par de minutos ya tiene una forma.
Y entonces, ahora a pasar la capa. Ambas manos, both hands. Una mano para pasarla y la otra para estirarla. One hand to roll and the other to stretch the wrapper leaf. I have not a glue at the moment. No tengo cola en este momento, por eso lo estoy haciendo así. Bien, amigos, lo que ustedes acaban de ver es la técnica, cómo se hace y el resultado de todo lo que le he explicado anteriormente. Помимо дегустации сигар, нам еще показали, как эти сигары делают, заворачивают лист, и теперь мы можем видеть практически готовую сигару. Да, она еще немножко влажная, да? Да, немножко влажная, но, видимо, потом после того, как она полежит, после фабричных каких-то еще изменений. Интересно, да? Да, приятно, приятно, не отталкивающе. Собственно говоря, как и сама сигара, которую я до сих пор курю. Заказали себе кокосик, здесь он в продаже есть. Также можно заказать соки, чай, кофе, как обычно. Стоимость кокоса $2. Ну, он совсем маленький, его уже практически вывезли. Это правда. Я пару глотков сделаю, честно. И вкус не такой сладкий и насыщенный, как в азиатских странах. Да, знаете, он какой-то больше как зеленый, что ли, был, но, тем не менее, Покажи. вот такое. Выглядит большим, но совсем маленьким внутри. После дегустации сигар можно, конечно же, их приобрести. Одна штучка стоит $10. Если вы берете целый бокс из 15 штук, то это будет стоить $100. Из чего растет табак? Вот его семена. Так много, и они такие маленькие. Тома нашла здесь новых дружочков. Смотрите, черные свинюшки. Какие свинюшки-то маленькие поросята. Ты что, не читал сказку про 3 поросят? Да, очень Это вот похож. те ребята. Но это черные. У нас-то вроде не черные. Слушай, ну это такая модная сказка, понимаешь? Также на этой фабрике были замечены еще и животные, лошади, свинюшки, потом крокодил, смотрите, здесь лежит, отдыхает. Ну а теперь на нашем мини-басе отправляемся дальше в следующую точку. Obtain the juice, include pineapple inside and more. Pineapple and water, the juice, the sweetness. Такое нехитрое устройство для тростникового сахара. Кладут дольку ананаса, дольку лайма и тростниковый сахар. И получается вкусный напиток, который мы часто пробовали в Азии. Вот здесь он называется, кстати, гуарапа. Ну что, давайте теперь попробуем. Кстати, сюда еще предлагают добавить ром, но, пожалуй, у нас сегодня без алкоголя было. How many? Son 300 pesos. Entonces, 3. Ну да, очень сладко, вкусненько. И ананас придает небольшой вкус. Сейчас мы приехали к индийской пещере, будем заходить внутрь, ее длина 300 метров, внутри нее находится очень красивая река, одно из излюбленных мест туристами, потому что там плавает лодочка, на которой можно будет прокатиться.
прогулялись по пещере. Здесь было достаточно прохладно, интересно. Ну а теперь будем сплавляться на лодочке. Мы сейчас проплыли подземную реку, это было необычно, очень красиво, напоминает подземную реку, которая на Филиппинах, но только путь более короткий, но тем не менее мне даже здесь понравилось больше, потому что сама пещера, она такая более грандиозная, что ли, большая. Да, более она широкая, наш лодочник, гид показывал на вершине различные фигуры, которые похожи там то на крокодила, то на какую-то рыбку, в общем. Подсветка очень хорошая, поэтому это, конечно, очень впечатляет. Да, это того стоит, друзья. Сейчас мы видим небольшие палаточки с искусством, с магнитиками, с различными сувенирчиками. Ну и поскольку мы взяли сигару в подарок одному из наших дружочек, о котором мы рассказывали, Али, это для тебя. Также мы взяли еще специальный бокс для сигар. Здесь продаются футляры. Стоимость $2. Закрываем. Али, надеюсь, ты ценишь нашу дружбу и любовь к тебе. На самом деле очень красивая вещь. Здесь выжженный табачный листочек и также, что здесь также? Ну да, наклеечка, как, знаешь, как сигар делают, а здесь ну да, такой местный сувенир получается. Сейчас мы вместе с нашей группой приехали на ланч. Он будет проходить в уютном шатре, в небольшом кафе. Как я уже говорил, мы путешествуем с небольшой группой. Это группа из Бразилии. Вот сейчас как раз Томочка общается с одним из... Кирилл. Yes, very beautiful. Пытается запомнить мое имя. Кирилл, конечно, это сложно для иностранцев. Тамара гораздо проще. Помимо того, что у нас здесь вкусная еда, мы могли выбрать из нескольких блюд. Либо лобстер, либо рыбку, либо ягненок, либо свинину, либо курицу. В общем, мы, конечно же, взяли лобстера и взяли ягненка, потому что курицу, свинину мы и у себя сможем попробовать. Вот, поэтому взяли такие блюда. Плюс здесь есть салатики, местная картошечка сладенькая, помидорчики, сок также на выбор, либо из карамболы, либо манго. Добавь. А еще у Кирилла блюдо называется ропа вьеха, что с испанского обозначает рваная одежда, либо старая одежда. Да, ну... А сейчас продолжаем слушать наших музыкантов, наслаждаться едой.
очень красивая, яркая, интересная. Создана она была в 1959 году. Дизайн этой фрески разработал местный художник Гонсалес. И все, что вот вы видите до черной метки, рисовал именно он. А все, что выше, это уже рисовали фермеры, которые забирались на скалу и в течение 3 лет ее разрисовывали. Подходим поближе, вот видим технику нанесения этой краски. На фреске изображены различные животные. Одни из самых таких интересных – это местные змеи. Вот видите, они такие весь красненькие. И 3 племени индейцев, которые жили в давние времена, еще до колонизации испанцев на Кубе. Очень впечатляет эта картина, можно так ее назвать. Представляете, и дожди выдерживает эта фреска, и засуху, и столько лет уже держится. Это была наша последняя остановка на сегодня. Сам тур был великолепный. Мы выехали в районе 7 утра. 2 часа добирались, 2,5, наверное, в одну сторону. Сейчас нам предстоит тот же самый путь обратно, до Гаваны. Сейчас получается время 3 часа, и наша экскурсия подошла к концу. Для нас Куба открылась какими-то новыми удивительными красками совершенно по-другому. Это не Гавана, это не Верадера, это вот что-то особенное, и рекомендуем обязательно брать эту экскурсию, особенно в нашем агентстве, куда мы обратились. Называется «Такси Драйверс Куба». Как всегда, ссылочку оставим в описании под видеороликом. Ехали мы обратно в Гавану 2,5 часа, остановились на площади Вьеха, по которой гуляли, когда у нас была экскурсия по Гаване, и нашли здесь интересное местечко, которое называется Мохито-Мохито. Говорят, здесь очень вкусные коктейли с таким же названием, и еще мы хотим здесь попробовать такой, знаете, сет из мяса, где будет свинина, говядина, курочка. В общем, мы в ожидании наших блюд. Нетрудно догадаться по названию, что именно мохито является здесь основной фишкой в этом баре-ресторане. Поэтому мы заказали себе специальный мохито, по крайней мере, в который входит также пиво. Поэтому можно его пить следующим образом. Так. Получается мохито с мятой, там очевидно добавлен ментоловый ликер или сироп, и плюс еще пиво. Ну, на самом деле, сочетание неплохое, хоть и необычное. Нам принесли нашу божественную закусочку. Это тосты с хамоном, с оливками, с маринованным лучком, вкуснейший сыр. И вся эта подача была словно на штурвале. Очень красиво, очень вкусно. Главное блюдо сегодняшнего дня – это вот эта вот свинюшка. Здесь очень много видов разнообразной свинины. Есть ребрышки, есть там, бекончик, много другого мяса. И смотрите, какая великолепная подача. Подается это все на такой мини-печи в виде свинюшки. Здесь стоит решеточка, на нем это мясо томится. Все шкварчит, плюс еще вот небольшие украшения идут. Потом нам еще принесли рис. И, собственно говоря, такое блюдо получается на двоих. Уверен, что мы наедимся.
Ой, ребята, вы не представляете, какие здесь еще запахи, здесь просто ароматы. Давай попробуй скорее что-нибудь, пока не играет музыку, и ты сможешь поделиться своими эмоциями. Здесь у нас говядина, свинина, курочка, ребрышки, вкуснятина. Давай попробуем. Кстати, стоимость такого блюда $58. Перфекто. Очень вкусно, правда. Вот такое вот, друзья, ребро у нас получается. Да, у тебя есть несколько секунд попробовать, пока музыканты снова не стали играть. Ну да, соус вкусный, на самом деле, но не такой какой-то жесткий терияки, где, знаете, соус перебивает вкус мяса. Здесь он как раз вот то, что нужно. И сама готовка. Очень нежное мясо, вкусное. В общем, ребята, мы убедились, что на Кубе есть хорошая еда и здесь вкусно готовят. Поэтому выходите в ресторанчики и пробуйте эту вкуснятину. У нас получился очень насыщенный день. Мы провели в целом на Кубе около 5 дней. Мы сначала немножко отдохнули в Орадейро, потом приехали в Гавану. Здесь вы сами видели сегодняшнюю экскурсию, вы сами видели сегодняшний великолепный ужин. Поэтому мы надеемся, что наши дальнейшие приключения вам также будут интересны, потому что уже завтра мы отправляемся в другую страну. Вы спросите, какую? А просто не пропустите наше следующее видео, друзья. Поэтому будьте с нами, ставьте лайк, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Всем пока, пока-пока, ребятушки!